Друзья, всем привет! Меня зовут Вэл. Я новенький в США, и меня всегда поражало разнообразие продуктов питания в американских супермаркетах. Сначала, когда смотрел видео различных блогеров, потом, когда увидел все это вживую. И скажу вам честно, выбор просто огромен. Даже сегодня, когда я выбирал эти продукты, я просто не знал, что выбрать, потому что очень много всего и все хочется попробовать. Но сегодня у нас на обзоре 23 продукта питания. Все продукты, в принципе, я буду покупать. И те, которые вы можете купить в супермаркете, прийти домой и очень быстро приготовить. Закинуть все в микроволновку, 5-10 минут и готово. Итак, общая стоимость всех этих продуктов $109. Я постарался взять разнообразный, то, что можно на завтрак покушать, на обед, там, ужин. Взял снеки и, конечно же, мороженое. Мороженое — это просто one love. Шоколадное молоко. Честно, никогда не пробовал такого. Есть гранола. На завтрак пойдет. Есть вот такая вот у нас пицца. Это у нас йогурт. Точнее, даже это не йогурт, это пудинг, извините меня, пожалуйста. Йогурт у нас вот. Есть вот такие у нас пироженки Орео. Вот такая большая ляха индейки копченой. Что-то я бегаю по столу, конечно. Так, потом есть у нас буррито, натуральный апельсиновый сок, чипсы, жареная на гриле куриная грудка, сыр моцарелла в стиках, сосисочки. Потом у нас есть барбекю, мясо барбекю с картошечкой. Это на обед у нас пойдет. Потом у нас есть вот такой вот завтрак. Какие-то сосисочки порезанные с макаронами. Еще есть у нас ветчина. Еще ветчина. Йогурт уже сказал. Потом у нас есть перекуски, такие гранолы в виде печенок. Простите. У нас есть креветочки, уже готовые, это все готовое. Салатик, куда же без салатика, раз мясо кушаем. Не знаю, про это сказал, не сказал. Ветчина. Просто где-то очень видел всегда часто такое, именно вот этот спам. То ли это марка или название. Честно, будем все вместе разбираться. Такая ветчина. Потом у нас есть вот такие джерки. Это говядина. Классическая, оригинал написано. И, конечно же, мороженка Milky Way. Ну что, приступим. Завтрак. Итак, на завтрак у нас будет гранола, сосиски и микс макароны, яйца, сосиски. Ну и также, конечно же, молоко. Попробуем шоколадное молоко. Честно, никогда не пробовал, даже не знаю. Молоко пробовал, в принципе, молоко пью, но шоколадное. На завтрак у нас будем первое кушать гранолу. Вот такая вот у нас гранола. Blueberry Crumble гранола. Вот такая вот упаковочка. Вот. Итак, что у нас тут по составу? Если кому-то интересно, не интересно, но мне интересно. Итак. Жира у нас тут общее 6 грамм. Соду, углеводы 39 грамм. Витамин D присутствует, железо, кальций, потазиум. Я не знаю, что такое потазиум, если честно. И у нас получается калорий 230 калорий. Окей. Ну, как-то так. Давайте попробуем. Зипик есть. Вот такая вот штучка. Прикольно. Блубери — это же голубика. Ой, простите, пожалуйста.
Угу. Ну, прикольно, да. Честно, я не знаю, чем отличается гранола от мюсли. По-моему, они, в принципе, похожи. Ну, скажу честно, очень прикольная штука. Тут орешки насыпем. Ну, похоже, что ли. Простите. Попробуем шоколадное молочко. Прикольно. Угу. Прям пахнет шоколадом. Шоколадом. Кстати, по молоку что у нас? Это 1% молоко, то есть 1% жира. И у нас калорий 150, жира 2,5, 1%. Ну тут общее. Не понимаю. Соду, протеина 8 грамм. Белка очень много. Кстати, тоже витамины есть. Давайте попробуем. Тут я мало себе налил совсем. Наложу наливать. Прикольные в Америке пачки, если честно, для молока. И мне прям так нравится. Ну, прям как в фильмах, когда раньше смотрел. В детстве там они в таких ходят. Молоко наливает на завтрак. Классно. Простите. Попробуем молочко. Это очень прикольно. Очень вкусно. Очень вкусно. Прям классно. Классное молочко, честно. Молочку прям, если из молока так выбирать, прям 10 поставлю. 10. Очень вкусно. Теперь надо как бы залить гранолу молоком и посмотреть, насколько это будет вкусно. Честно, конечно, насыпал в тарелочку так очень мало, но с другой стороны, столько продуктов надо все попробовать кушать. Я, может, слишком много купил продуктов. Не знаю. Ну, посмотрим. Вы уж извините, если что не так. Ну, досыплю еще для картиночки, чтобы... Думаю, хватит. Потому что потом в конце, когда буду кушать... Так, чтобы стакан у нас пустой не стоял, нальем с чашечки. Зальем все гранулкой. Ой, простите. Совсем наоборот. Зальем все молочком. Пробуем. Конечно, желательно, чтобы он немножечко постояло, размякло. Попробуем нашу гранолу. Что у нас здесь вышел. Возьмем прям с ягодкой. Вот он, ягодка. Классно. Очень классно. Вообще люблю вот такие завтраки. Мюсли, гранола. С шоколадным молоком прям дополняет. Такое ощущение, как будто шоколадку добавили. Очень классно. Честно. Очень классно. А не знаю, как с обычным молоком. Ну, конечно, так же, наверное, будет все-таки вкусно, но с шоколадным молоком прям вообще топ. Мне очень нравится. Честно, 10. 10 из 10. А микс прям вообще супер. Честно, я бы еще поел. Я бы все съел. Есть, честно, хочу. С утра ничего не ел.
Ну, не знаю, может они осели. Ну, единственный минус, в принципе, прости я. Наверное, 1 балл заберу все-таки, потому что ягодки мало. Да? Вот на всю чашку засыпал. И только 2 ягодки съел. А где еще ягодка? Нет ягодки. Ягоды мало. Угу. Я что-то вижу одну, вторую. Ягодки было бы побольше, было бы, конечно, вкуснее. Чтобы был более такой насыщенный вкус именно вот голубики. Ну так прикольно. Хорошо. 9. 9 из 10. В сочетании с шоколадным молоком. Супер. Идем дальше. Итак, дальше у нас идет, да, идет продукт питания, сосисочки. Вот такие. Brown and Serve от фирмы Банкет. Угу. Так, можно на сковородочке жарить, туда-сюда. Вот они вот такие у нас. Стал. Глубокая заморозка, они уже готовы. Так, что у нас по составу? Ну, тут у нас свинина. В первом списке идет свинина, потом индейка, вода, соевый протеин, туда-сюда. Ну, самое главное, мясо есть, содержится, ну и нормально. По жирам у нас 15 грамм жира. Углеводов так мало прям. Ну, хотя мясо, да, сколько там углеводов, в принципе, чуть-чуть. 2 грамма углеводов и протеина 6 грамм. Ну, в принципе, нормально. Нормально, да. Итак, в микроволновке нужно будет разогреть на высокой температуре. Если у нас показано по 1 сосисочка, то 1 минута. Если 10, ой, простите, пожалуйста, если 5 сосисочек мы ложим, то 1 минуту. Если 10, то 2 минуты. Будем открывать, пробовать, разогревать. Так, как дальше? Ну, я вот так вот сделал, и что? Так вот, что ли? А зачем вот эта штука была? А, их так тут как раз 5-то и есть. Сразу пахнут специями. Вот и перчик чувствую. А, их значит 10 получается. Вот такие штуки. Конечно, не аппетитно выглядит, если честно. Сейчас. Вот так их. Угу. Вот так вот 10 таких сосисочек. Они чем-то прям набиты, как будто такие. Ну, не знаю. Сейчас посмотрим. Сейчас закину их в микроволновку. Друзья, я совсем забыл. Оказывается, еще один продукт, который я купил, это хлеб. Взял итальянский хлеб. Угу. Вот такой вот. $1.96. Вот у нас сосисочки вот такие. Честно сказать, вид не аппетитный. Он как-то... Угу. Пахнут, ну, пахнут свининой, если честно. Как бы, кто ест, кто не ест, вы уж простите. И, ну, давайте пробовать. Вид, конечно, вообще не на десяточку, но посмотрим. Так, вот такая вот у нас сосисочка. Ну, пахнут неплохо. Пахнут действительно, просто пахнут свининой. Ну, давайте попробуем. Угу. А это вкусно. Это вкусно. Они очень нежные, сочные и очень вкусные. Класс. Угу.
Очень супер. Супер. Давайте с хлебушком. Так. Тут батон, кстати, посыпан кунжутом, маком, каким-то перчиком, что ли. Такой вот хлебушек. Попробуем хлебушек просто. Хлеб-то хлеб, если честно. Прикольно. Нормально. Угу. Прикольно. Неплохо. Так, ну, сосиски, могу сразу сказать, 10 ставлю. Хотя, можешь балл снять за то, что вид не такой. Хотя, с другой стороны, если тебе нравится продукт, ты его часто покупаешь, ты, в принципе, на вид как-то уже, знаете, если честно, уже прям так особо внимания не будешь обращать. Ну, не знаю, если только за вид вот снять. Даже не знаю, у меня муки, сомнения. Снимать, не снимать, потому что действительно очень вкусный продукт. Сосисочки эти топ. Так вот на завтрак покупать. Это, кстати, и было в отделе для завтраков. Ну, давайте с хлебушком. Супер. Супер. Не, за вид не буду снимать. Че, в ресторане, что ли? Поэтому, не, они жирненькие такие, прям сочные, прям, вообще топ. Супер. Все бы съел. Прям вот все бы съел. Но нам еще дальше макароны с сосисками кушать. Так что будем переходить к следующему блюду. Итак, друзья, мне вчера немножечко помешали снимать видео, и я не смог вчера его доснять до конца, потому что я живу с соседями, и как бы, ну, дальше сейчас один сосед спит, поэтому продолжаю сегодня. Я, кстати, недавно с душа, поэтому немножечко будет что-то, может, по-другому, так что вы уж простите. Итак, на чем мы остановились? Мы остановились вот на таком завтраке. Что у нас по составу? Так, жиры 34, углеводов 16, протеина 20. Готовить в микроволновке на высокой температуре 2 минуты. Ну, давайте приготовим и попробуем. Друзья, совсем забыл показать, как выглядит продукт. Завтрак. Вот такая у нас чашечка. Получается, мы ее снимаем, ставим в микроволновку на 2 минуты и готово. Давайте протестируем. Вот такое у нас блюдо. Видите, у нас тут картошечка, омлет, сыр и мясо присутствует. Мы это все сейчас перемешаем и попробуем на вкус, сколько это будет вкусненько или нет. Но пахнет очень вкусно, действительно. Давайте попробуем. Неплохо. Яйца, картошка, сыр, все хорошо. Но вот мясо, если честно, по составу как вот соевое. Ну, так прикольно. Мясо немножко острит, остренькое. Ну, так-то вкусно. Скажу честно, завтракать можно вполне. Мясо, конечно, немножко странновато, но нормально. Омлетик. Омлет прям яйца, настоящая картошка.
сыр. Честно, всю тарелку бы съел. Но еще столько продуктов покушать, поэтому... Это вкусно. Конечно, не десяточка по причине того, что мясо немножко такое странноватое. Вроде как бы мясо, а в то же время, видимо, не знаю. Ну, для завтрака, в принципе, отлично. Мясо, конечно, соевое, но... Хотя, может, добавление, просто обычное мясо смешали с соевым. Не знаю. Ну, так-то это вкусно. Вкусно. А сейчас кусочек прям, как будто натуральное мясо прям. Неоднородный, что ли, фарш у них получился. Но, честно скажу, вкусно. Даже не знаю, ставить десятку или не ставить. Кушать хочу, прям не могу. Еще не завтракал. Я проснулся в 4 утра. Прям все бы съел. Ну, ладно. Ну, поставлю, наверное, 9, потому что на 10 не тянет по причине того, что мясо немножко чувствуется как соевое. Поэтому, ну, как бы так. 9. А так очень вкусно, в принципе. Честно, такое вполне можно покупать на завтрак. Кинул в морозилку. Утром встал быстренько в микроволновку на высокой температуре 2 минуты и готово. Отличный завтрак, как по мне. И омлет, не надо мучиться, ничего там. Пока картошку сваришь, пока вот эти мясные эти наделаешь. А так это уже готово и прям вообще супер. 9 ставлю. Ну, будем переходить к следующему блюду, к обеду.